Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас машинка Volvo S80, и мы почистим дроссельную заслонку. Такое видео у меня уже было, но было с атмосферным мотором. Сегодня мы произведем такую же операцию, только на турбовом моторе. Хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты. Перед снятием дроссельной заслонки я бы отключил аккумулятор. В данном случае я так и сделаю, отключу аккумулятор. Как правильно отключить аккумулятор, я оставлю ссылочку в описании. Если вы не собираетесь включать зажигание и планируете все сделать очень-очень аккуратно, можете не трогать аккумулятор. Но хочу вас предупредить, что там есть стартер, там есть генератор, там есть выводы плюсового провода, которые можно случайно закоротить и наделать бед. Поэтому либо будьте предельно аккуратны, либо отключайте аккумулятор от греха подальше. Чтобы подобраться к заслонке, мы снимем патрубки, идущие от турбины к интеркулеру, а также большой патрубок от интеркулера к самой заслонке. Ну и сверху воздуховод, наверное, будет немножко мешаться, его тоже скинем. Здесь крепеж также подторгся, но у меня обошлись грани, и я просто сделал пропил под обыкновенную отвертку. С патрубка, который идет к дроссельной заслонке, мы скидываем трубочки и фишки электроразъемов. Скидываем фишку питания дроссельной заслонки и приступаем к самому демонтажу. Для более легкой работы я всегда пользуюсь своим другом, зеркальцем велосипедным. Начинаю откручивать всегда с дальних, самых сложных болтов. Самым последним оставляем самый легкий болт, который лучше всего виден. Это слева к нам ближний левый болт. Тогда будет очень легко все это снять. Ну вот, заслонка в нормальном состоянии. Есть на ней масло, так как турбина заплевывает. Я думал, все будет хуже. Но я либо при каждой замене, либо через раз, когда меняю масло, я скидываю обычно патрубок отсюда. И прямо носик с распылителя сюда направляю, не снимая заслонки, брызгаю и внизу кладу тряпку, все стекает на тряпку. Как бы такую чистку промежуточную делаю. Как обычно берем очиститель карбюратора, ветошь, напяливаем перчатки и поехали. Обычно, когда заслонка сильно загрязнена, сделали вот так и дали ей постоять. Немножко ожидаем, чтобы все это размокло.
Особое внимание уделяем кромке самого диска заслонки. Если надо, берем кисточку, щеточку и вычищаем. Ну и второй раз уже контрольный начисто. Если под рукой компрессор, можно дунуть с компрессора сжатым воздухом. Если компрессора нет, можно не париться об этом, потому что очиститель карбюратора через 15-20 секунд испарится полностью, ничего от него не останется. Ну и все. Заслонка почищена и готова к установке. Используем новую прокладку. Я всегда использую только новую прокладку. Причем вот этот номер на Экзисте не бьется под турбовую машину. Бьется другой номер, я его покажу вам. И он намного дороже. Вот эта прокладочка мне обошлась в 365 рублей. Хоть она и не бьется по Экзисту по номеру, но эта прокладка абсолютно идентична нашим отверстиям и абсолютно четко встает на свое место. Перед установкой заслонки хочу сказать буквально 2 слова по поводу вот этого диска, можно ли его двигать или нельзя. Многие подписчики там мне пишут, ссылаются на то, что где-то видят видео, в которых говорят, что до нее дотрагиваться нельзя, иначе сломаешь заслонку. Я не буду комментировать те видео, в которых даются какие-либо советы, скажу лишь одно, что я действую строго по рекомендациям, прописанным в ВИДО. Ну вот и все, что я хотел сказать. И еще 2 слова насчет открытия диска во время чистки дроссельной заслонки руками. Здесь решение принимать только вам. И только вам для себя решать, трогать его или нет. Я открываю очень-очень медленно и очень-очень аккуратно. Прямо чувствую, как вот он открывается. И так вот, пока не открою его в перпендикулярное положение. То есть в полностью открытое положение. После этого я его отпускаю. И он сам под воздействием там своих механизмов возвращается на свое место. Еще раз повторю, дело такое, решать вам. Продолжаем установку. При установке я сниму перчатки, потому что здесь нужны тактильные ощущения. Поднеся заслонку, большим пальцем я нащупываю отверстие под болт и остальную заслонку пододвигаю под это отверстие. Мне так очень легко. Второй болт я ставлю по диагонали, то есть правый дальний. Очень легко к нему подобраться с правой стороны коллектора. И так как прокладка уже в принципе стоит на месте, остальные болты уже будет поставить легко. Заслоночку тянем крест-накрест. Устанавливаем на свое место патрубок от интеркулера к заслонке. Патрубок я помыл. Перед мойкой обязательно здесь не должно быть никаких датчиков. Моем в агрессивной среде, я мыл бензином. Поэтому все вытаскиваю, мою и потом все собираю на место.
Дальше соединяем все фишечки на патрубок и трубочки. Дальше устанавливаем все патрубки оставшиеся. Подключаем аккумулятор, затем включаем зажигание и ждем где-то секунд 30, минутку, пока дроссель не самоадаптируется, переведя диск заслонки в крайнее положение. Вот мы слышим, заслонка перешла в крайнее положение и самоадаптировалась. Чуть-чуть подождем и будем заводить автомобиль. Значит, при первом запуске после отключения аккумулятора возможно нестабильная работа мотора. Также дроссель будет адаптироваться, искать свои положения, но эта нестабильность должна продолжаться не более 10-15 секунд. Дальше мотор должен работать ровно. В данном случае мотор заработал ровно сразу же. Очень хорошая, ровная работа. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за то, что были со мной, что досмотрели это видео до конца. Легких вам ремонтов, всего хорошего и до новых встреч!